Всем привет! Сегодня расскажу о том, как я делал кладку стен из газоблока на пену своими руками для моего будущего дома. По каждому этапу работы я оставлю тайм-коды в описании. Итак, начну по порядку. Какой газоблок я покупал? Искал я газоблок H плюс H, так как по отзывам у него было лучшее соотношение цены и качества. Как я выяснил в процессе поиска, не так давно заводы H плюс H купила компания LSR, поэтому на всех палетах у меня написано LSR. Я покупал стеновые блоки D300 толщиной 300 мм, U-блоки D400 и перегородочные блоки D500. По стоимости распишу все подробно в конце. Что касается доставки газоблоков. Газоблок доставляли прямо с завода из-под Питера, по расстоянию около 150 км. По объему получилось 24 палета. В самом начале я сделал отсечную гидроизоляцию из технониколя. Для плотного соединения положил ее на раствор. Затем я установил 4 угловых блока, натянул между ними веревки для контроля плоскости с одной стороны и ставил лазерный уровень с другой стороны. Кладку выполнял на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы заполнял клеем, но если бы делал второй раз, то заполнял бы пеной. Первый ряд кладки блоков необходимо заармировать. Для этого сделал 2 штробы по всему периметру стен при помощи самодельного штробореза, заполнил штробы клеем для кладки газоблока и уложил в них арматуру. Дальше можно было ввести второй ряд кладки. Основную часть кладки я хотел выполнить на клей-пену, но для этого нужна около идеальная плоскость, поэтому рациональнее ряд, который идет следующим после ряда, где есть армирование, положить на обычный минеральный клей, так как штропы от армирования местами сильно выбиваются из плоскости и вышлифовывать их трудозатратно. При этом все равно желательно убирать ступеньки, даже если вести кладку на клей, так как блоки имеют отклонения в размерах плюс-минус 1 мм, то местами могут получиться ступеньки до 2 мм. Подравнивал я ступеньки при кладке газоблока при помощи вот такого рубанка. Равняет очень быстро, очень хорошо. Наоборот, нужно даже не перестараться, потому что в одном месте у меня получилась яма. Я провел буквально пару раз, и вместо холмика там получилась яма. И как бы холмик стесать можно, а вот чем ям заполнить, это уже проблема. Поэтому нужно даже вот не перестараться. Единственный нюанс, как бы тут вот даже ценник остался. 875 рублей за вот это вот. По-моему, это грабеж. Но сделать самостоятельно у меня, опять же, не из чего. Поэтому пришлось купить. Добиться идеальной плоскости первого ряда у меня получилось лишь местами. Там, где были погрешности, устранял их при помощи терки. А также в этом помог второй ряд, уложенный на клей, потому что толщина клеевого шва в 2-3 мм еще позволила выровнять поверхность. Для кладки блоков на клей купил аэроковский клей, расход примерно 1 мешок на 1 кубометр блоков. Замешивал клей просто лопатой в ведре, наносил клей гребенчатым шпателем с гребенкой 6 мм шириной 28 см. Так было удобно, ибо заполнять всю плоскость, в моем случае 30 см, не обязательно. Вертикальные швы на втором ряду уже заполнял пеной. Вообще вертикальные швы можно хоть вообще не заполнять. Они не участвуют в несущей способности кладки, и наша задача лишь уменьшить теплопотери и продувание. А сделать это можно разными способами. Выполнял кладку стен, как практически все при строительстве дома, я первый раз в жизни. Боялся, что накосячу, так как навыка у меня не было абсолютно никакого. Однако делать кладку из газобетона даже на клей оказалось довольно легко. Самое сложное это сделать именно первый ряд. От качества укладки первого ряда зависит и вся остальная кладка. Так на кладку первого ряда мне понадобилось 7 дней, а второй ряд я уже сложил за 5 часов. Если плоскость первого ряда выведена в идеал, то потом, грубо говоря, просто ставишь следующий блок и все, его даже равнять не приходится. Третий ряд кладки я уже наконец начал вести на пену. Изначально искал специальную пену для кладки стен из газоблока на той же компании, что и блоки H плюс H, но даже в Питере с этим оказались проблемы. В итоге нашел по акции пену Титан, примерно 450 рублей за баллон. Главный критерий: на пене должно быть написано, что она не просто для кладки газоблока, а именно для кладки наружных стен из газоблока. Расход пены также примерно 1 баллон на 1 кубометр кладки. Что же лучше, кладка газоблока на пену или на клей? Я думал, что вести кладку на пену сильно легче, чем на клей. Я одновременно и ошибся, и нет. По времени кладку на пену я вел немного быстрее. Один ряд кладки на клей я выполнял за 5 часов, а один ряд на пену вместе со шлифовкой за 4 часа. При кладке на пену я меньше уставал, так как не надо было замешивать и таскать за собой тяжелое ведро с клеем.
Я очень не люблю мокрые процессы, и с пеной мне было психологически легче. При этом пачкался я примерно одинаково, но косяк, что пена не отстирывается. И даже спустя несколько месяцев у меня до сих пор некоторые футболки в монтажной пене. А еще отдирать монтажную пену с ресниц очень больно. Какие основные преимущества и недостатки я выделил для себя при кладке на пену? Кладку на пену лично мне вести удобнее и немного быстрее. Особенно эта разница будет заметна на верхних рядах кладки. Шов при кладке на пену, говоря простым языком, получается теплее. Шов на пену не нулевой, и кладка на пену имеет большую упругость. Что это дает? Какие-то воздействия на дом происходят постоянно, например, температурное расширение или сужение. И кладка на пену, опять же говоря простым языком, может сыграть при этом расширении или сужении. То есть есть некий диапазон, в котором она может двигаться, и блоки не будут трескаться. К недостаткам кладки на пену и плюсам кладки на клей я бы отнес следующие моменты. Во-первых, если плохо обеспылить поверхность и нанести мало пены, блоки просто не склеятся с друг другом, и то есть они будут не связаны. Во-вторых, при кладке на пену нужно уделять намного больше внимания выравниванию поверхности. Нужно абсолютно исключить неравномерные горизонтальные швы. При кладке на клей тоже лучше не допускать неравномерного шва, но это можно делать в меньшей степени, и с толщиной клеевого шва в 2-3 мм делать это гораздо проще. Вот так лучше не делать. Здесь видно, что половина блока примерно без шва, и на второй половине блока шов уже толстый. И с высокой долей вероятности вот здесь может блок дать трещину. Трещины может и не быть, это не обязательно, но так лучше не делать. То есть практически все швы в доме у меня выполнены вот так. Во-первых, он тонкий, во-вторых, он равномерный. И таких у меня буквально несколько блоков на весь дом. Так что в итоге, пена или клей? И при кладке на пену, и при кладке на клей можно накосячить. Но при кладке на клей накосячить можно с меньшей долей вероятности. То есть если у вас работают криворукие безответственные рабочие, то лучше им вести кладку на клей. Я же, если бы делал кладку второй раз, то делал бы ее и второй раз на пену. Вернемся к третьему ряду. Третий ряд кладки у меня был подоконным рядом, поэтому его тоже необходимо было армировать. Армирование подоконного ряда, то есть он не обязательно должен быть третьим, это должен быть именно подоконный ряд. Армирование этого ряда необходимо, потому что вот в таких местах происходит концентрация напряжения, так как весь массив кладки давит в одно место, и без армирования высока доля вероятности получить трещину, которая пойдет вот так вот наискось. Обсчитался немножко с арматурой на заезд, не хватило арматуры на армирование стен. И в очередной раз выручает универсал. Привезти 3-метровые бруты арматуры вообще не вопрос. А также есть опыт, я возил 3-метровые деревянные бруски в салоне с закрытым багажником. То есть лежало по диагонали от вот этого угла лобового стекла до противоположного угла у крышки багажника. И было ровно 3 метра, миллиметр в миллиметр. Можно было положить 3-метровые бруски и закрыть багажник. Я выполнял армирование точно таким же образом, как и на первом ряду. Делал 2 штробы 25 на 25 мм в 5 сантиметрах от края. Заполнял их клеем для газоблока, вдавливал туда арматуру 8 диаметра и шпателем выравнивал поверхность. Но в этот раз я армировал не весь периметр стен, а именно подоконные зоны с выступом арматуры на 1 метр с каждой стороны проема. Что касается армирования стен из газобетона. Также рекомендуется армировать глухие простенки длиной больше 6 метров через каждые 4 ряда.
так как в больших простенках образуется концентрация напряжения из-за того же температурного расширения. Армировать короткие простенки, например, вот такие, не имеет смысла. Глухая стена больше 6 метров у меня только одна. И так как дом маленький, кладку я выполнял на пену, то армировать эту стену я не стал. Еще рекомендуется армировать надоконный ряд. Честно, я не очень понял зачем, а мой случай объясню дальше. Когда выполнять кладку с фундамента уже стало неудобно, то я начал сначала подкладывать поддоны от газоблока, а затем делал ступеньки из самих блоков. Когда положил 1,5 метра стены, работа заметно замедлилась. Потому что, во-первых, на плите закончились блоки, и носить их нужно было, грубо говоря, с улицы. А также блоки нужно было поднимать. Не стал заморачиваться с лесами, просто ставил несколько блоков, сначала по одному, потом блок на поддон, потом 2 блока и как по ступенькам поднимался наверх. Это довольно удобно. Пока поднимешь все блоки и расставишь, то уже устал. Поэтому вот вдвоем работа шла бы намного быстрее, если бы один человек с одной стороны дома делал подготовку, все бы шкурил, выметал и разносил блоки. В этот момент с другой стороны человек делал бы кладку, и потом бы они менялись. И таким образом дом можно было бы поднять просто за неделю. Сама кладка идет очень быстро, но много времени занимает подготовка. Когда кладка поднялась еще выше, при помощи поддонов от газоблока и щитов от наружной опалубки от фундамента я соорудил леса. На самом деле леса лучше сделать сразу, как только они понадобятся, потому что потом придется, если делать так, как я делал ступеньки из газоблока, то газоблок придется переносить с места на место, потом в кучу складывать, лишняя работа. Кладка на пену шла довольно быстро. Делал я по одному ряду в день. Можно было бы делать и по 2 ряда, если все время посвящать только стройке. Каких-то особенных хитростей при кладке на пену основного массива стен нет. Просто выравниваем поверхность предыдущего ряда теркой, хорошо обеспыливаем. Я проходил и кладку, и блоки шваброй, а также использовал распылитель с водой. Наносим пену и ставим блок. Дальше у нас есть пара секунд, чтобы придать блоку идеальное положение. Проверял положение блока я при помощи обычного уровня. Равнял все стены по внутренней плоскости. Там, где надо было подвинуть блок, я стучал руками. К концу дня полностью отбивал ладони, но это было необходимо. Под даже самыми легкими ударами киянки газоблок D300 очень сильно проминается, поэтому использовал киянку я по минимуму. Вообще, если бы строил второй раз, то не брал бы газоблок D300. Несмотря на его огромные преимущества в меньших теплопотерях, брал бы D500, уж больно D300 ломучий. В местах кладки, где целого блока было много, и чтобы обеспечить нормальную перевязку, я выпиливал кусок блока необходимого размера при помощи обычной ножовки по дереву. Затем спильной трубой делал по 2 штрабы с каждой стороны, такого размера, чтобы туда можно было засунуть пистолет и запенить. Тогда в этом месте получается теплый и непродуваемый шов. Также я запенивал полости, которые получались от захватов для рук. Дальше передо мной встал вопрос, как перекрывать проемы. Дверной проем шириной 1 метр в принципе не нуждается в перемычке. Поэтому я просто сделал подпорку из досок и положил 2 блока с вертикальным швом на пену. Если бы у меня перекрытие опиралось как положено на армопояс, то в принципе перемычек не надо было бы вообще, потому что их роль выполнил бы сам армопояс. В моем случае, чтобы получился мансардный этаж,
все будет хитро сделано, и армопояс будет выше перекрытия. Соответственно, перекрытию надо на что-то опираться. Самым простым вариантом являются готовые армированные перемычки из газобетона. Вместе с газоблоком мне привезли такие перемычки на 2 оконных проема. На все проемы я их сразу не заказал, потому что изначально мансардный этаж не предполагался. И на проемах 1250 мм тоже можно было бы обойтись без перемычек. А на мое панорамное окно с проемом почти 3 метра готовых перемычек в принципе не существует. Как монтировали готовые газобетонные перемычки? Большие оконные проемы у меня имеют размер около 1,70 м. На них заказывал перемычки длиной 2,250, чтобы обеспечить положенную глубину опирания. Я заказывал по 2 перемычки на проем толщиной 150 мм, так как толщина стены у меня 300 мм. На самом деле это косяк, и лучше бы я заказал одну перемычку 100 и одну 200, потому что опирание перекрытия будет осуществляться только на одну перемычку, а 200-я несет намного больше нагрузки. Армированные газобетонные перемычки относительно легкие, и разносили мы их нормально вдвоем. Дима, тут благодарность тебе. Я наждачкой шлифовал опорную поверхность. Заранее можно проверить, какой стороной ставить перемычку. На торце на них нарисована стрелочка. Стрелочка должна показывать вниз. Затем наносил пену, и мы ставили перемычку. Процесс этот довольно быстрый. Так можно было бы смонтировать все перемычки даже на большой дом за полдня. Перемычку на 3-метровый пролет в любом случае пришлось бы делать монолитной железобетонной. Плюс опирать балки перекрытия просто на стену из газоблока D300 – это не очень хорошая идея. На самом деле все бы выдержало, просто блок со временем мог бы и стираться, и хотелось сделать все понадежнее. Было принято решение выполнить заливку не просто перемычки, а сделать от начала проема и до начала уже установленной газобетонной перемычки. И на другой стене с маленькими оконными проемами тоже залить ЖБ-контур от угла до угла в блоках. Тем самым перекрыть оконные проемы и сделать надежную площадку для опирания перекрытия. Для укладки у блоков в оконных проемах сделал подпорки из досок. Делал подпорку из обычной дюймовки. Как выяснилось, даже на проеме чуть больше 1 метра она уже прогибается. Поэтому просто ставил еще вертикальные подпорки. Затем по этим доскам я ставил U-блоки, точно так же скрепляя их между собой пеной. У меня мелькала идея попробовать выпилить U-блоки самостоятельно, но после раздумий показалось это нерациональным. Это очень трудозатратно, плюс в процессе обязательно некоторые блоки поколятся, и экономически это мало целесообразно. Поэтому недостающие U-блоки я просто привез фордом. Армокаркас для перемычки 3-метрового пролета я делал по тому же принципу, как и каркас для моего фундамента. Об этом есть подробные ролики на канале, тоже можете посмотреть. Для перемычки я использовал 5 стержней 12-й арматуры, 3 снизу и 2 сверху. Так было в проекте. Поперечные хомуты гнул трубой, и из 8-й арматуры все на той же деревянной приспособе. Затем все это дело нужно было связать. Для противоположной стены я сделал несколько каркасов, которые устанавливал внахлёст. Во-первых, так было их легче поднимать наверх, потому что в одного эта задача не из легких. А во-вторых, у меня как раз были нужные обрезки 12-й арматуры. На этой стене в каркасах уже было по 4 стержня. Ёкарный бабай! 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 Ну да ёкарный бабай! Ёкарный бабай! Ёкарный бабай! Устанавливал каркасы на подкладке, вырезанные из пеноплекса, для обеспечения защитного слоя бетона примерно в 3 см. Дальше все это дело нужно было залить бетоном. Объем заливки был всего около половины кубометра, и я всерьез подумывал мешать все руками в ведре, так как бетономешалки у меня нет. Но при заливке бетона очень важно не допустить такой штуки, как холодный шов, то есть конструкцию лучше всего заливать за один раз. Плюс самоместный бетон и так сам по себе часто далек от нормативного качества.
Все это погрузило меня в раздумья на пару дней, в течение которых таки нашлась бетономешалка. Серега, принимай благодарности ты. Бетономешалку привезли. В качестве основного компонента бетонной смеси я купил готовую ЦПС М300. Так получится бетон лучше качеством, чем отдельно цемент и песок, которые еще желательно и просеивать. В качестве крупного заполнителя нашел в магазине гранитный щебень фракции 5-10 в мешках по 40 килограмм. Привозил все это опять же фордом. Высчитывал все таким образом, чтобы получить смесь из 4 частей щебня, 2 частей песка и 1 части цемента. Воду добавлял на самый точный инструмент строителя, то есть на глаз. На самом деле количество воды даже от замеса к замесу при одних и тех же составляющих будет отличаться. Мне удобнее было отмерять воду бутылками. И консистенцию я старался сделать похожей на ту, которую мне привозили миксером на фундамент. Замесы делал небольшие, так как я один, и все это нужно было поднимать наверх. И успевать еще хорошо прошурфить, чтобы выгнать пузырьки воздуха. Заливал одну стену за один день по полрабочего дня. По окончанию заливки накрыл все пленкой, чтобы бетону ничего не мешало набирать положенную прочность. На этом большой этап работы был завершен, и подведу итоги по затратам. Весь газоблок на все стены с будущими фронтонами и перегородками, перемычки, ЖБ-элементы и все необходимое для кладки мне обошлось в 213 тысяч. То есть для окончания именно стен уже все куплено, и в дальнейшем не нужно будет тратить ничего. Вообще все затраты от покупки участка до сегодняшнего дня составили уже больше, чем 967 тысяч. Дальше меня ждет перекрытие, армопояс и крыша, о чем расскажу в следующих видео. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Поддержите комментарием под видео, это очень помогает. Благодарю за просмотр. До новых встреч.